Ну, вот это нужно, я не знаю. Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. У нас появилась возможность сделать обзор на островной камин, выполненный в современном стиле. В данном случае мы будем устанавливать Eclipse 4D от известного всем производителя Экокамин. Выполнен будет он в черном цвете. Пожалуй, Eclipse 4D — это одна из самых эксклюзивных и интересных моделей данного производителя. Во-первых, в силу своего стиля, внешнего вида и, конечно же, масштабов. Если же говорить о линейке каминов от производителя Экокамин, выполненных в современном стиле, то градация будет следующей: от простой модели к более сложной. Первое — это Мюнхен, бывает угловой, пристенно-угловой. Далее Бавария 3 стекла. Следующее — Прага 3 стекла. Кстати, обзор на Прагу 3 стекла можете посмотреть по ссылке в углу. Далее идет Родос 800, не что иное, как Дельта 800, зашитая в красивый кожух. И, конечно же, завершает наш хит-парад современных каминов Eclipse 4D. Кстати, наш Eclipse тоже имеет несколько вариаций. Во-первых, он выпускается в двух цветах — в сером и в черном цвете. На нашем объекте будет черного цвета. А еще у нее есть усовершенствованная модель, называется Eclipse Gigant. В принципе, это тот же самый Eclipse, но гораздо больше. Если говорить простым языком, больше, чем большой. Он отличается габаритами, весом, мощностью. В общем, все соизмеримо увеличилось. Но мой вам совет: если у вас большая гостиная, то берите, конечно же, самый гигантский камин. Он обязательно преобразит вашу комнату. Ну что ж, друзья, давайте перемещаться к месту установки. Посмотрим, где будет стоять камин, какие условия. Ну и, соответственно, я вам расскажу, что мы будем делать. Именно здесь, друзья, будет располагаться наш камин. Это остекленная веранда. Я уже представляю, как после монтажа преобразится это помещение. Во-первых, это будет, однозначно комната для релакса, и, конечно же, появится возможность погрузиться в уют и тепло. Просто кайф. Со всех сторон панорамные стекла, а в центре очаг тепла. Что же касается технической части, камин будет расположен по центру помещения, чуть-чуть смещен ближе к краю самой веранды. Дымоход мы будем выводить вертикально вверх. У нас будет одна проходка, соответственно, она будет кровельная. В кровле мы обязательно защитим этот участок от нагрева с помощью материала из силиката кальция. Ну и, конечно же, в кровле надо будет произвести герметизацию данного узла. А теперь давайте посмотрим, как ребята устанавливают камин, а потом разожжем его и посмотрим в деле и покайфуем. Итак, друзья, камин готов. Не терпится его зажечь, поэтому давайте быстренько пройдем по тех характеристикам
и приступим к делу. Ширина 850 мм, глубина 850 мм, высота до дымоходного патрубка 1280 мм, высота вместе с декоративным кожухом 3872 мм. Вес камина 330 кг. Гарантия производителя 3 года. Давайте разбираться дальше, друзья. Самое интересное, у данного камина диаметр дымоходного патрубка 150 мм. С виду мне казалось, что здесь минимум должно быть 200. Но, возможно, производитель рассчитал этот диаметр. Обоснованность 150 диаметра мы сможем проверить, когда камин разгорится, и увидим, как работает тяга, и регулировки, само собой. Давайте посмотрим, как у нас дела обстоят с топочной камерой. Во-первых, открываются все 4 дверцы, но пока что откроем первую, там, где находится регулировка, и заглянем. Топочная камера у нас, как обычно, футирована керамическим материалом. Имеется чугунный колосник, и, соответственно, зольный ящик, поскольку он колосникового типа горения. Зольный ящик стандартного размера, как и во всех серийных моделях, там Альфа 1000 и прочих моделях у Экокамина. Самое классное, конечно же, здесь особенность, что у нас целых 4 стекла, большой обзор. Но одно из удобств данного камина в том, что у нас открываются все 4 дверцы. И, соответственно, подступить к камину, заложить дрова может каждый из гостей, при этом с любой стороны, удобной для него. При этом он не будет мешать ни одному из наших соседей или гостей. Я вот смотрю на этот камин, он очень органично вписался вообще в интерьер. Главное на него не смотреть вблизи, потому что, находясь рядом с ним, невозможно оценить масштабы вот этой всей красоты. Поэтому вот именно камера, откуда находится, оттуда вообще прекрасно он смотрится, и мне тоже хотелось находиться рядом с ним. Так вот, давайте продолжим смотреть и разбираться, что у него еще есть, у камина с точки зрения технологического устройства. Я вот заметил, что у нас есть 2 направляющие. Одна направляющая в верхней части каждой двери, это обдув стекла или же чистое стекло опция. И такая же щель находится в нижней части. Она точно так же предназначена для обдува и подачи воздуха на стекло. Поэтому, по крайней мере, учитывая, что у нас 2 отверстия, которые будут подавать воздух на стекло, с большей уверенностью могу сказать, что стекла будут чистыми на всех этапах горения. Но это мы проверим. Собственно говоря, проверим. Давайте уже приступать к закладке дров. Кстати, интересный факт. Размер топочной камеры здесь у нас составляет по внутренним краям 46 сантиметров на 46, поэтому дрова размером до 40 сантиметров спокойно подойдут. Можно сказать, что, конечно, хотелось бы, чтобы сюда помещалось до 50, но это прям идеальное самое. Но 40 тоже ничего, поэтому подбирайте дрова размером не более чем 40 сантиметров, обязательно лиственных пород, влажностью до 20%. Двигаемся дальше, друзья. На что я еще обратил внимание, это на дверцу. Посмотрите, какой качественный и большого диаметра базальтовый шнур использован в дверце. Визуально очень легко отличить хорошие шнуры от среднячковых или более простых. Так вот, здесь с уверенностью могу сказать, что здесь использован, скорее всего, немецкий дорогой базальтовый шнур. Есть и от российского производства, но по большому счету шнуры могут очень большую роль играть. Напрямую зависит от качества шнура герметичность нашей топочной камеры. Вдобавок ко всему, у дверцы, у всех дверец имеются рукоятки с пружинным механизмом. Рукоятка сама автоматически возвращается в исходное положение. Это упрощает немножко использование, точнее, это повышает удобство пользования камином. Итак, друзья, дрова заложены. Осталось поднести спичку или горелку, но хотел бы обратить внимание на небольшие нюансы или недостатки, замечания с моей стороны в ходе изучения камина. В первую очередь в комплекте
обнаружился вот такой инструмент. Холодный ключик. Его чаще всего Экокамин комплектует для своих каминных топок, чтобы можно было регулировать, пользоваться, ну, во-первых, пользоваться регулировками, использовать зольный ящик, там, открывать колосник. Здесь у нашего камина у каждой дверцы специальная рукоятка, которой вот этой штукой точно не воспользоваться. Регулировка точно так же этой штукой, ну, навряд ли использовать. Колосник поднять, изольный ящик, к нему подступить. Мы это только сможем после того, как прогорит вся закладка, все это дело остынет, поэтому, ну, бесполезная получается деталь в данной комплектации. А вот чего не хватает, или чего хотелось бы на самом деле, чтобы производитель доработал, это потолочная пластина. Вот обратите внимание, у нас здесь не прямые потолки. Потолки идут под углом. А данный кожух, который закрывает декоративную трубу, он изготовлен исключительно под прямой потолок. Возможно, было бы хорошо включить, ну или добавить дополнительную опцию, чтобы можно было на заказ делать верхнюю пластину под определенный угол. Ну, хотя бы универсальный, чтобы там, грубо говоря, под пологие скаты там одно изделие, под более крутые другое, и совсем крутые по склону там третий элемент. Это, во-первых, это намного лучше, потому что на объекте инженерам, там, монтажникам приходится, ну, простым языком, колхозить, да? Подрезать некоторые элементы, чтобы эта пластина встала под углом и вошла в наш кожух. Второй момент, с которым столкнулся, я сначала подумал, что, может быть, мы что-то не доглядели и уронили. Декоративный кожух, который вставляется, один в другой элемент, имеет специальные муфты, в которые нужно закручивать саморезы. Как выяснилось, эти саморезы не идут в комплектации, поэтому возьмите, сколько у нас получается, 2, 4, 6, 8 саморезов небольших по металлу. Нам понадобится, чтобы два стыка кожухов закрепить между собой. Тоже мелочь, казалось бы, серьезный крутой камин продают потребителю, а вот о маленьких саморезах не позаботились. Мне неизвестна причина, почему так сделано, но как пожелание хотелось бы, чтобы это было все в одном комплекте. Мало ли, всякое бывает, ну как бы на объектах бывает не всегда монтажники, может быть, человек самостоятельно хочет произвести сборку камина, и у него не оказалось этих 8 саморезов. Ехать куда-то на рынок, ну окей, он может это, но это лишние действия, а зачем? Сделайте полноценный конечный продукт. Это гораздо лучше скажется как для потребителя, так и на лояльности к вашей компании. Вот. Я ничуть не хочу вас хаять, но это мое пожелание, потому что было бы круто, когда было бы все идеально. Итак, друзья, вот пришло в пик горения первой закладки дров. Камин начинает набирать рабочую температуру. Если вы обратите внимание, то густой неприятный дым исходит от камина. В принципе, его здесь будет очень много, я имею в виду, объем дыма будет большой, потому что площадь поверхностей самого камина в разы больше, чем там, среднестатистической любой там, черной порошковой окрашенной печи. Поэтому гораздо больше времени нам понадобится, чтобы этот дым весь, ну, точнее вся краска обгорела, ну и, соответственно, нам нужно интенсивно проветривать помещение, потому что, ну, опыт жизненный мой личный показывает, что дышать можно, но это настолько неприятно и вонюче, тем более вот этот запах обгоревшей краски в одежду так въедается, что потом неделю, наверное, ходишь и воняешь. Так вот, вернемся к нашему камину. Это правда настолько классно и здорово. Я никогда на самом деле не мог представить, что камин в 4 стекла может быть настолько притягательным. Я уже, наверное, полчаса сижу и пялюсь в огонь. Ведь вся задача и задумка камина такого формата сводится к тому, чтобы создать уютную атмосферу. В принципе, у этого камина удалось. Но мы чуть позже поговорим о ее технологических особенностях, что она может или не может, как она себя ведет. Вот. А сходу визуально я вам скажу, что
этот камин может влюбить в себя любого человека, который просто посмотрит, как он себя ведет в деле. Потому что до этого я видел только в интернете на картинках такие камины. И знаете, у меня было довольно предвзятое отношение. На картинке они выглядели сухо, неинтересно. Ну, казалось, что что-то крутое они могут, но как вживую это все воплощается, увы, не сравнить ни с чем. Поэтому, если есть друзья, соседи, у которых есть похожие камины, напрашивайтесь в гости, чтобы побольше полюбоваться таким чудом. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, Сос, если вы больше ничего не хотите. А разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я совершенно свободен. Ладно, посидим еще немного. Похвастаться таким классным внешним видом и конфигурацией могут далеко не все производители, даже зарубежные. Хотя смею предположить, что Экокамин взял за основу Eclipse модель какую-то успешную от зарубежных производителей и адаптировал под себя, под свой внешний вид и стиль. Тем не менее, это довольно успешный продукт. Мне вообще полностью понравился, поэтому давайте приступать к технологической части, посмотрим, что он может из себя представить, как вообще регулировка работает. Потому что в том, как он красиво горит, я уже убедился. В том, как он красиво вписался в интерьер, тоже. Поэтому сейчас немножечко подождем времени. Сядет закладка дров, образуется подушка. Я еще порцию дров заложу и посмотрим, как себя ведут регулировки. Итак, друзья, первая закладка дров прогорела, образовалась подушка, и я добавил немного дров. Теперь давайте приступим к управлению, посмотрим, что же она из себя представляет. Из управления у нас всего лишь одна рукоятка, регулировка точнее, находится в нижней части под дверцей, отвечает за подачу воздуха на горение через колосник. Помимо этого, в топочную камеру еще поступает воздух через отверстие, которое находится над дверцей и в нижней части двери. Они обе отвечают за обдув стекла, иначе говоря, за опцию чистое стекло. К сожалению, они не подвергаются регулировке, поэтому даже если мы перекроем подачу воздуха на колосник, в топочную камеру будет все равно поступать обильное количество кислорода для того, чтобы отсечь контакт огня со стеклом, ну и обеспечить чистоту стекол. Давайте теперь перейдем в закрытое положение регулировку и посмотрим, как изменится у нас горение. Здесь нужно будет, наверное, повнимательнее вглядеться и ждать, потому что моментальной реакции точно не будет. Прошло, наверное, буквально 10, уже 15 секунд. Я бы хотел отметить, что не сильно изменилась ситуация. Мне, допустим, как потребителю хотелось бы там сверхуправляемости, но, тем не менее, что я заметил? Изменилась интенсивность и густота пламени. Пламя чуть уменьшилось в объеме и чуть медленнее стало гореть. Хотелось бы, наверное, лучше, да? Или больше управляемости. Но, тем не менее, не забывайте, задача данного камина – красиво гореть. Задача сверхгерметичности и чувствительной регулировки, она больше справедлива и применима к тем каминам, которые являются отопителями в первую очередь, а не декоративные устройства. Тем не менее, я отнесу к одному из недостатков не идеальная управляемость камином. Тем не менее, это ничуть не портит мое восприятие и мои ощущения от островного камина Eclipse. Поэтому здесь, знаете, это как на чаше весов сопоставить плюсы и минусы. Тем не менее, мы принимаем камин таким, какой он есть. Я не исключаю, что его стоило бы немного доработать, но вы сами понимаете, любая доработка камина и усовершенствование – это увеличение бюджета в первую очередь. Если вы посмотрите, сколько стоит камин на сегодняшний день, я имею в виду взять его рекомендуемую розничную цену и сопоставить со всеми каминами подобного типа, вы поймете, почему он настолько, скажем так, прост в своем управлении.
небо и земля в соотношении цен. Тем не менее, вы получаете прекрасное отопительное устройство небольшой мощности, но тем не менее создающее такой же уют и красоту в вашем помещении. Вопрос только заключается в том, что вы хотите от данного устройства. Итак, друзья, поигрались мы регулировкой подачи воздуха, пришли к простому выводу. Для обычного потребителя визуальной разницы никакой не будет. Ну, то есть можно отследить вот это изменение интенсивности горения пламени, но оно несущественное. Вот. Ну и на самом деле задумка производителя касательно этой регулировки совсем в другом. Дело в том, что в открытом положении одна полноценная закладка дров 2/3 топочной камеры, ее хватит примерно на 2, ну максимум 2,5 часа. В закрытом положении, то есть если мы предотвратили подачу кислорода на колосник, в таком положении точно такой же порции дров хватит уже на 5-6 часов. Вот именно в этом основная задумка производителя, чтобы повысить КПД и увеличить время работы нашего камина. Вот и все. Поэтому можно быть требовательным и хотеть от камина большего, но как бы я, собственно, это и выражаю. Но тем не менее, мы должны понимать, для чего производитель, точнее, почему производитель реализовал именно такое управление, а не иначе. Помимо всего этого, у камина Eclipse имеется патрубок притока воздуха извне. Он находится в нижней части под данным корпусом. Диаметр этого отверстия 125 мм, поэтому при желании, если вы хотите, чтобы подача воздуха происходила извне и не потреблялся кислород в данном помещении, можете воспользоваться патрубком. Также я хотел отметить, что пока мы играли с режимами, мы закоптили одно стекло. Ну, прям одно стекло существенно закоптили, а остальные остались довольно чистыми. Поэтому с 85% уверенностью могу заявить, что опция «чистое стекло» работает как надо. А закоптили мы, потому что открывали данную дверцу, то есть одну из дверец, когда мы открываем, подача кислорода идет с нарушенным темпом, идет интенсивное горение, и пламя смещается в одну из сторон, то есть к одной из стенок нашего камина. В результате оно начинает покрываться сажей. Это все происходит, потому что дверца находится в открытом положении длительное время. Поэтому, если вы решили заложить дрова или наоборот, какую-то манипуляцию совершить с камином, в открытом положении старайтесь не держать долго. Но если вы хотите держать в открытом положении, то у вас должна быть примерно такая картинка, как у нас сейчас. То есть прогорела основная масса дров и образовалась зольная подушка. Поэтому заложили дрова, быстро закрыли дверцу и наслаждайтесь дальше красотой. Итак, друзья, я заложил финальную закладку дров. Прям так и хочется взять какой-нибудь пуфик, развалиться как можно ниже, чтобы твой взгляд был на уровне самого пламени и, конечно же, наслаждаться. Можно почитать книгу, посмотреть фильм на планшете, а еще лучше, конечно же, позвать друзей, я не знаю, соседей, гостей, кого вы именно хотели бы, и организовать какие-то массовые мероприятия, кальян, напитки. В общем, вы поняли, весело точно будет, а с камином Eclipse хорошая, уютная и теплая атмосфера вам гарантирована. И в завершении, друзья, я бы хотел отметить, что камин Eclipse – это по достоинству уникальный продукт на российском рынке, который имеет свои весомые плюсы и определенно небольшие недостатки. Тем не менее, такие отопительные устройства требуют наличия большого пространства в помещении. Если у вас есть такое пространство, точнее, если у вас есть такое место, тогда мы идем к вам. Нет, шучу. Если у вас есть такое место, то не упустите шанс воспользоваться приобретением такого камина островного типа и наслаждаться красотой. А на этом наш обзор подошел к концу, друзья. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не упустить следующие выпуски. А на этом я с вами прощаюсь. Ведущий канала Камин Дом Масис. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.